Я перестал покупать майонез после этого рецепта. Беру авокадо и за пару минут сразу 3 соуса. Классический, с томатами и перцем, и с легкой кислинкой такой, что он улетает со стола за минуту. Давайте быстро покажу, как из обычного авокадо получается кремовый соус, который подходит буквально ко всему. На 3 разных рецепта вкусного майонеза из авокадо, все они будут разные, я беру 5-6 авокадо. Ну, точнее 5. И где-то я видел, что очень интересно очищают по-быстрому авокадо при помощи ложки. Вот так вот разделяют на 2 части. Берут ложку и ложкой просто выгребают. Я никогда так не пробовал, но решил попробовать. Метод хорош, но нам он не подходит. Я тут пробую чистить ножом, но ножом очень много снимается полезной вкусности. Я попробовал разные методы, и самый, который мне понравился чистить авокадо, это при помощи овощечисточки. Получается, тонкая кожица снимается, минимально уходит у нас в отходы. И у меня к вам вопрос. Чем отличается авокадо от авокадо хаски или хаска? Все время хотел знать, есть ли у нас эксперты по авокадо. Подскажите в комментариях. Возможно, не только я один. Не знаю, в чем разница. Я беру всегда обычный авокадо. Авокадо хаски, по-моему, я ни разу и не брал. Хаски, по-моему, порода собак такая есть. И вот когда я почистил полностью авокадо, я беру его ножичком, разрезаю пополам. Вот так вот. И у нас внутри косточка, которую мы вынимаем. И вот эти 2 части я просто беру пополам. И чтобы лучше измельчать было, я делю на более мелкие фрагментики. Кстати, друзья, хотел вам показать одну из своих, точнее 2 работы, но одну из них я закончил только вчера. И интересно ваше мнение. Вот эти работы. Верхнюю я закончил только вчера, а нижнюю я чуть раньше закончил. Интересно ваше мнение, какая из работ вам приглянулась больше, верхняя или нижняя. Буду рад, если напишите в комментариях вашу симпатию, а может вообще не понравилось. Все-таки я художник и стараюсь показывать свое творчество, пусть даже в кулинарном контенте. Я почистил 3 авокадо, 2 авокадо оставил на 3-й рецепт, он будет очень интересный. И сейчас я делаю на 2 рецепта пока одинаковые ингредиенты. У меня 3 зубчика чесночка среднего размера, и я прям сюда измельчаю. Чеснок не будет чувствоваться, но будет давать свою основу. Порезали, неважно, крупно, мелко, поскольку это мы будем еще перебивать в однородную массу. Далее отправляется солька. Сольки я беру пол чайной ложечки. Вот так. Далее 3 чайные ложечки черного молотого перца, прованские травы целая ложечка, даже с горочкой. Прованские травы можно не класть. И паприка копченая, целая ложечка с горочкой. Далее у нас идет маслице. Масло можно брать любое, но лучше брать холодного отжима. В моем случае рыжиковое масло. 2, 3,
4. Напоминаю, здесь у нас будет сразу 2 рецепта. 5, 6. 6 ложек. Все это чуть-чуть перемешивается. И теперь нам надо это все перебить в однородную массу. Но перед этим я беру лимончик и пол лимона отправляю. Рецепт, друзья, для меня абсолютно новый, поэтому я покажу, как я проверяю первые рецепты, которые ни разу не готовил. Я кладу не целый сок лимона, а половиночку. И всех ингредиентов, кроме основного, я кладу по чуть-чуть. Соль я ложил не в полную меру, потому что, возможно, буду добавлять. То есть я минимум положил, и потом я буду корректировать по вкусу. Но сразу я кладу не полную меру. И теперь все это перебиваю. Когда я ввел основные ингредиенты, я перемешиваю. Оно еще у меня крупную основу имеет, потому что я еще буду дополнять. И теперь я пробую. Хорошо. И теперь я уже корректирую. Я понимаю, что сока лимона маловато. И я выжимаю остатки лимона. То есть у меня идет целый лимон на 2 рецепта. Косточки я сразу же убираю. Они нам не нужны, хотя тоже очень полезны. Но будем без них. Далее я отправляю уксус. Я делал свой уксус, яблочный. Вы можете любой покупной использовать. 2 столовые ложечки отправляются у нас. Перемешивается. И отправляется примерно 3 столовые ложечки. Пока что. Будем смотреть. И теперь мы перебиваем в более однородную массу. Пробую. Первый готов. Первый готов. Я его кладу в отдельную емкость. Майонезик. Половиночка. Вот так вот. Потом мы его будем отдельно дегустировать. И теперь я делаю второй майонезик. Беру помидорчики. Лишнее убираю. В моем случае будет 2 помидорчика. Я их измельчаю крупными кусочками, лишь бы взял блендер. Помидорчики у нас на месте. Теперь идет сладкий болгарский перец. Я беру средненький и его нарезаю вот такими вот небольшими фрагментиками. Даже это не соус, наверное. А может и соус. Вы, друзья, как считаете, это больше соус или это майонез? Интересно ваше мнение в комментариях. Знаете, друзья, мне вообще что интересно, я вот снимаю рецепты, читаю ваши комментарии, и мне интересно, кто меня смотрит и откуда. И если вам не сложно, напишите, сколько вам лет и из какого города, из какой страны вы смотрите, чтобы понимать аудиторию, кто меня смотрит. Мне будет, друзья, очень приятно. Я беру и сейчас все перемешиваю. Напоминаю, во второй рецептик я добавил 2 помидорчика средненьких и 1 перец болгарский. И теперь блендером прохожу. Как вы видите, масса существенно уже отличается по цвету. А вот этот вот майонез или соус будет намного круче. Я уже почистил 2 авокадо.
Вот такие красавцы. Быстренько их измельчаю. Можно крупно, можно мелко, лишь бы взял блендер. Сегодня этот рецепт будет просто шикарный, потому что в нем очень полезная трава, которая появляется ранней весной, практически самая первая. Речь идет об щавле. Я буду готовить майонез со щавлем. Он очень полезен. А чем он полезен, я рассказывал в новом ролике на своем другом канале. Художник на куб, художник деревни, исцеление называется канал. Там я про здоровье и про полезные рецепты и полезные травы. Так вот, там вышел совсем недавно ролик про очень, так сказать, пользу этой весенней травы. Ее и заготавливают. Вот она, прекрасная. Вот это щавель. Я как о нем подумаю, у меня сразу кислинка во рту, словно от лимона. Друзья, а вот вы используете щавель или нет в своем рационе? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне интересно будет почитать, потому что это очень полезное растение, особенно после зимы, когда у нас еще авитаминоз, не хватает витаминов, то вот это растение одно из первых приходит к нам на помощь и помогает нам восстанавливать баланс. Вот так вот щавель утром пован хорошенько. Далее я чуть-чуть отправляю водички, буквально 3-4 столовые ложечки. Сразу же я беру сюда и кидаю солечку. Соль я беру пол чайной ложки. Если что, я добавлю. Беру большую ложку и добавляю яблочный уксус. 2 столовые ложки. Уксус у меня самодельный, я сам делал из яблок. Очень шикарная штука. Рекомендую. Далее я беру 4 зубчика чесночка и их не сильно измельчаю, поскольку у нас все это перекрутится блендером. Буквально быстро на пару кусочков и готово. Как вы видите, делается моментально, а вкус и польза просто великолепная. Я взял средний лучок, примерно 50 грамм, и также отправляю в емкость. Что называется, майонез за пару минут. Но польза несравнима. Я отказался был от покупных майонезов, потому что, как смотрю состав, это какой-то ужас. И последний ингредиент пока что — это маслица. Масло лучше брать, конечно же, холодного отжима. Я кладу 3-4 столовые ложки. Я на глаз люблю, но если вы захотите полный точный рецепт до грамма, пишите в комментариях, я его вам напишу. Это практически все, но осталась еще одна небольшая деталь. А именно, я беру лимончик, очищаю от кожуры. Вот так вот. И точно так же отправляю в наш майонез. Но предварительно его на 4 части. Вот так вот. Косточки желательно удалять. У меня небольшой лимон. Если большой, то половиночку. Перебарщивать тоже не надо.
И теперь все это просто взблендировать. Кто, друзья, из вас, так же как и я, любит трясти блендер и, в общем-то, не дожидаться, пока он все сделает в вертикальном положении. Теперь я пробую. Ой, хорошо. Прекрасно. Но, друзья, если у вас есть мед, используйте медик. Буквально столовая ложечка, не больше. У меня меда нету, я не пользуюсь медом. Я использую даже не сахар, а сахарозаменитель. 3 чайные ложечки. Этот сахарозаменитель называется эритрит или дынный сахар. И он имеет 70% от вкуса сахара. Но он безвреден при кандиде, при прочих заболеваниях. Имеет, потому что нулевой гликемический индекс. Шикарная штука. Добавил немножко воды. Так, теперь опять пробую. Лучше, знаете, постепенно добавлять. Ох, все. Это космос. Настала та самая пора, когда мы будем дегустировать эту вкуснятину. Но перед этим сделаем то, с чем мы будем дегустировать данную вкуснятину. Чуть-чуть красной рыбочки. Буквально 3 кусочечка. Далее берется хлебушек. Пополам. Нам понадобится 3 кусочка. Вот так вот. И на каждый из кусочков я помещаю вот этот прекрасный майонез или же соус. Как лучше, даже не знаю. Лучше давайте, наверное, проголосуем в комментариях, что это более у нас похоже, майонез или соус. Далее. Вот этот кладем. Первый. Классический. Вот так вот. С горочкой даже. И, на мой взгляд, самый шикарный. Вот этот зелененький. А вам, друзья, какой больше понравился из 3? Интересно узнать ваше мнение. Какому майонезу вы более отдаете предпочтение? Кладу рыбку красненькую. Так. И немножко прикрываю зеленушкой. Петрушечка. Вот такая красота. Ну а теперь будем дегустировать. Я пока, друзья, готовил вот эти майонезики,
У меня настолько пошло слюноотделение. Это так вкусно пахнет, и все три получились абсолютно разные. Как по консистенции, очень разные по вкусу. Говорю, у меня слюна идет аж, не могу. И вот такая вот красота. Все разные, сочные. Друзья, перед тем, как будем пробовать, к вам небольшая просьба. Поставьте, пожалуйста, лайк, если не поставили этому видео. И напишите что-нибудь в комментарии, пусть даже смайлик. Мне будет очень приятно. Первым пробуем классический с красной рыбкой и петрушечкой. Хорошо, с красной рыбкой. Достойно, но чуть-чуть больше просится соли. Именно за наличие рыбки. Вторым делали вот этот. С помидорчиками и красным перцем сладким. Более богатый вкус, более гармоничный, более усложненный, но не в плане сложный, а в плане это новый уровень. Вот этот мне больше нравится. Но интересно, третий с щавлем, который очень полезен. Ссылочку я оставил на рецепт, который полезный со щавлем в описании, а сейчас будем пробовать. Да. Тем более с красной рыбкой. Вот этот номер один. Не обязательно с рыбкой. Он более... В нем больше энергии. Чувствуется, он больше заряжает. Даже хочется горочку положить. Да, я не ошибся. Зеленый мой фаворит. На втором месте с помидорчиками. И на третьем месте базовый. А как бы вы распределили по интуиции, какой вам больше понравился? Увидимся в комментариях, увидимся в новом рецепте. А сейчас я предлагаю вам посмотреть вот данный рецепт, который только что появился на экране. До встречи в нем. Я так думаю, что мне больше всего нравится побольше зелени. И брать просто откусывать бутербродик и брать каждый из соусов. Просто прикусочку. И получается игра вкусов. Немножко того, немножко этого, немножко этого. Поэтому, когда я буду кушать, я буду ставить сразу 3 соуса. И каждым из них наслаждаться.